В небольшом придорожном кафе на окраине Миннеаполиса было шумно от разговоров дальнобойщиков и байкеров. Заходившие иногда семьи быстро проходили к столикам, не задерживаясь у стойки. В этот вечер в дверях появилась девушка в инвалидной коляске. Мэри Хадсон, хрупкая, тихая, но с удивительно спокойным взглядом. Она направилась к свободной кабинке в углу, стараясь не привлекать внимания. Однако трое байкеров у барной стойки переключили взгляды на нее почти сразу. Их громкий смех стал резче, чем минуту назад. Один из них, высокий мужчина с рыжей бородой, позволил себе насмешливый тон, будто ему принадлежал весь зал. Его приятели поддержали шутки, и вскоре их смех заполнил помещение. Мэри пыталась сделать заказ, но руки слегка дрожали от напряжения. Официантке было неловко за посетителей, но она боялась вмешаться. Обстановка становилась все неприятнее. Некоторые клиенты предпочли покинуть кафе, не желая наблюдать происходящее. Когда напряжение достигло предела, над дверью снова звякнул колокольчик. На пороге стояла высокая темнокожая женщина в кожаной куртке. В ее походке ощущалась уверенность человека, привыкшего к трудным ситуациям. Это была лейтенант Лорен Хилл, сотрудница отдела внутренних расследований. Она моментально оценила обстановку и направилась к Мэри, положив ей руку на плечо. Мэри сразу расслабилась. Лорен была знакома ей и ее семье. Затем офицер повернулась к байкерам и произнесла несколько строгих слов, карьерно точных и без эмоций. Ее официальный значок, брошенный на стол, заставил всех в помещении замолчать. Лорен объяснила байкерам, кого они оскорбляли. Дочь женщины, которая по государственному контракту строит в городе реабилитационный центр для ветеранов. После этого у мужчин исчезла вся уверенность. Их смех сменился растерянностью. Персонал и посетители подтверждали увиденное. Официантка, наконец набравшись смелости, рассказала, как они все это время унижали девушку, будто бы имея на это право. В зале воцарилась тишина, наполненная напряжением и неловкостью. Лорен не повышала голоса, но каждый ее взгляд давал понять, последствия могут быть серьезными. Она предупредила мужчин, что подобные инциденты с участием федеральных подрядчиков никогда не проходят бесследно. После этого она приказала им покинуть заведение в течение минуты. Они ушли быстро, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Их прежняя бравада растворилась, оставив лишь пустой столик в углу кафе. Мэри впервые за весь вечер спокойно выдохнула. Лорен села рядом, поддерживая ее присутствием. Люди вокруг теперь смотрели на девушку с уважением, не из-за вмешательства офицера, а потому что она выдержала натиск, не сломавшись. Официантка принесла ей десерт за счет заведения, извинилась и тепло улыбнулась. Мэри чуть прослезилась от переполнявших эмоций и благодарно кивнула. Когда солнце опустилось за окна кафе, тишина, которая раньше пугала, теперь ощущалась как знак справедливости. Пустая кабинка, где недавно сидели хулиганы, напоминала о том, что сила не в громких голосах и угрозах, а в способности оставаться достоинственным, даже когда мир пытается тебя унизить.